Здравствуй, дорогой друг, добро пожаловать на канал Нэшем. Сегодня мы идем смотреть с тобой игрушечку Delta Force Hawk Ops. Это очередная игра, которая, по идее, должна превзойти Escape from Tarkov и Arena Breakout Infinity. Значит, записываю тебе вот этот видосик из альфы. Да, поэтому здесь что-то может быть не совсем тем контентом, который будет непосредственно на релизе игры, да, либо на бета-тесте и прочем. Давай вкратце пробежимся, посмотрим. То есть здесь есть два режима на данный момент, который открыт в тесте. Это режим войны и режим выноса лута, то есть экстракшн шутер, да, что-то типа Таркова, Ханта и, например, опять же, той же самой Arena Breakout. Давай вкратце посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, у нас тут есть, как и во всех подобных играх, старый добрый оружейник, благодаря которому ты можешь модифицировать свое оружие под свой стиль игры, либо под какую-то метовую сборку, да? Соответственно, за различные деньги ты можешь устанавливать здесь приклады, различные мушки, там, не знаю, магазины и прочие различные обвесы на оружие. Ты можешь его покрутить, посмотреть. Достаточно интересная история, да, то есть есть сборки, которые готовы, по идее, будут потом открываться. Внешний вид — это то, что как ты видишь игру визуально, ну, оружие, точнее, визуально. Есть винтовки, можно настраивать, есть ПП, дробовики, ручные пулеметы, МВ, марксманские, по-моему, да, снайперки и старые добрые пистолеты. Так же, как и любители Таркова всегда, знаешь, балдеют, когда улучшают свою базу, здесь можно это тоже делать. Непосредственно есть элемент производства различных ресурсов на базе, да, то есть ты можешь делать огнестрельное оружие, боеприпасы, создавать медикаменты, шприцы и ремкомплекты, создавать шлемы, броню, разгрузки и рюкзаки. Также ты можешь улучшать свою базу непосредственно. Твоя база состоит из аптеки, верстака, тайника, верстак для сборки. CSG — это, ну, так скажем, это, короче, мини-спортзал. Есть стрелковый полигон, есть подразделение, не знаю, кстати, что это, оно недоступно, не могу сказать, что это. И штаб центрального, наверное, командования. Соответственно, ты это можешь посмотреть и все можешь изучить. А есть аукцион, кстати, также можешь покупать, продавать и прочее. Есть отдел, в котором ты можешь брать задания для своих оперативников. Соответственно, абсолютно так же, как и в тех предыдущих играх, которые я тебе упомянул, это довольно-таки прикольно. И, соответственно, ну, как бы здесь ничего сверхъестественного нет, тупо задание. Перейдем с тобой к оперативникам. Смотри, значит, чем эта игра отличается. Причем, не скажу, что очень намного отличается, но я думаю, что геймплей в этой игре будет все-таки отличаться из-за того, что здесь персонажи одинаковые не все. То есть у каждого персонажа есть свой навык. Давай пробежимся, я тебе покажу вкратце, и мы с тобой посмотрим и сделаем определенный выбор для себя, кто тебе, например, больше нравится. Итак, погнали. Старый добрый лютоволк Кай Сильва. У него моторизованный экзоскелет, тройной бластер, тактическая дымовая граната и тактический подкат. Кай Сильва у нас — это штурмовик. Штурмовики могут похвастаться лучшими боевыми возможностями с более высокой скоростью перемещения при прицеливании. Да, это вот он у нас штурмовик. Есть поддержка. Бойцы поддержки оснащены различными устройствами, позволяющими быстрее спасать союзников. Разведчики — специалисты по сбору разведданных, они собирают информацию с помощью разведывательной радиостанции. И инженера — это специалисты, умеющие резать и ремонтировать с помощью сварочного пистолета. Вот в чем разница. То есть все персонажи здесь разбиты на различные, ну, так скажем, специальности, да? Следующий. Вайрон. Крадущийся тигр, динамическая тяга, эми-бомба и динамическая вспомогательная система. Это его особенность. Ван Ю, вот это вот как его, Юйхао. Он является тоже штурмовиком. Далее у нас идет Стингер, медик. У него присутствует медпистолет, дымовая завеса, дымовая граната с технологией Роя и оперативное спасение, ну, соответственно, своего дружелюбно-радостного тиммейта, да? Рой СМИ, ну, это медик, да, тут, то есть это поддержка. Далее. Пастух Теремуса. У него есть эффект умения звуковой паралич, звуковая ловушка, усиленная осколочная граната и акустическая защита. То есть, ну, довольно-таки интересные и полезные навыки, да, то есть. Погнали дальше. Луна. Ну, или Луна, или Луна. Это разведчик, да? Это разведчик, она относится к классу разведчика. Разведывательная стрела у нее есть.
Вольт-стрела, усиленная осколочная граната и анализ врагов. Благодаря разведочной стреле ты можешь закинуть стрелу куда-нибудь за уголочек, просканировать местность и понимать, кто же находится за стеной. То есть это будет давать тебе определенный профит в игровой момент какой-то, да. Единственное, пока что не понял еще, ограничены стрелы или нет, или это откатывается умение, еще не успел, потому что только-только тест запустили, я сразу ворвался записать для тебя вот это интересное видео. Не забудь, пожалуйста, прожать лайк, кстати, поддержи меня, поддержи маленький растущий канал и подписывайся, не забывай прожать уведомления, чтобы не пропускать различные видосики и стримы по подобным интересным игрушечкам. Как твои дела, кстати? Ты любишь вообще такие игры? Так, следующий персонаж у нас это Хаклоу. Мэй Сяо Вэнь. У нее есть декодер сигнала, флеш-дрон, нож данных и бесшумная поступь. А Хаклоу, она у нас разведчик. Есть еще инженеры, но я не понял, либо их пока не добавили, либо их пока не добавили. Ну, тайник. Тайник это старый добрый, вот все как обычно. После того, как выносишь с базы, собираешь здесь определенный лут, который можешь перетаскивать себе. Да, соответственно, броня, шлемы, все это можешь смотреть информацию, какой уровень защиты и прочее, все вот эти характеристики можешь вычитывать и выбирать то, что тебе действительно нужно, да? То есть есть жилеты, сумки, тактические сумки, рюкзаки, разгрузки, все это присутствует. Есть кредитница, ну, как я понимаю, кредитница это где будут храниться, скорее всего, какие-то ключ-карты, могу предположить, да? Сейф, это старый добрый сейф, все как во всех подобных играх. Сюда ты можешь ныкать что-нибудь... что-нибудь полезное или дорогое, да? Вот, поэтому я думаю, что по основному моментику я тебе показал. Тут, в принципе, ничего другого такого сверхъестественного нету. И давай я тебе покажу. Давай я тебе покажу. Войти в секретную базу. Секретная база, ее можно посмотреть изнутри. Выглядит она так. Есть штурмовой батальон. Давай посмотрим, что тут. Оператор планирования амуниции. Давай посмотрим. Здесь ты можешь у него приобрести оружие, которое тебе нужно. Далее у нас идет батальон тылового обеспечения. Верстак для брони заблокирован. Ну, то есть здесь обеспечение, ты можешь приобрести здесь различную броню, сумки, шлемы, вот эту вот всю историю, которая тебе пригодится непосредственно в твоей топовой тактической вылазке. Здесь, значит, у нас отряд тактической поддержки. Ой, ё-моё, не, давай туда пока не пойдем. Давай вкратце здесь еще пробегусь. Медицинский отдел, там можешь крафтить всякие бинтики и прочее, лутать нужные тебе штуки, исследовать и что-то там, что-то еще делать. Это я тебе показал. Давай дальше побежали. Пробегаемся, смотрим дальше, что у нас есть. У нас есть тактическая карта. Собственно, ты можешь здесь начать свое задание. Также у нас есть подразделение кибервойны. Пока заблокировано, не могу тебе показать, что это штаб центрального командования. Его мы можем улучшать, но опять же для улучшения, как его в Таркове и Варяне. Ну, в Варяне нету, но я думаю, появится тоже такой элемент. А здесь нужны различные элементы, которые ты выносишь с локации, чтобы улучшить свою базу. Погнали дальше. Здесь тайник, ну тайник это вот то, что я тебе уже показывал, просто оно открывается через, короче, непосредственно находясь здесь. Давай быстренько посмотрим еще, что у нас находится здесь. А здесь у нас находится отряд тактической поддержки. Забегаем и смотрим, что тут у нас может быть с тобой интересно. Тут разрабатывает амуницию, понимаешь, это какой-то супер умный инженер, который делает тебе амуницию. Стрелковый полигон. Ну, это стрелковый полигон. На верстаке ты можешь крафтить различные оружки, собирать и прочее, вот эти фишечки-плюшечки. Это, я не понимаю, вообще похоже на сопло ракеты, наверное. Но это не точно. Ну, то есть это чисто визуальная составляющая карты. Поэтому пойдем, давай с тобой одеваемся. Одеваемся. Я думаю, первую катку мы с тобой пойдем голеньким. Возьмем только пистолет с собой берем. Исключительно только пистолет. Только пистолет, ну, в смысле, только автомат и 60 патронов. Пойдем, тактическая суматоха, мы уже в этом режиме. И погнали, первое задание. Тайная база. Так, у нас идет поиск. Матчмейкинг должен быть быстрый, потому что я думаю, что количество ребят, которые играют в эту игру, я думаю, что здесь достаточно большое количество. А я не хочу за него, я хочу за Геннадия! Я хотел за штурмовика идти, а ты мне вот этого предложил, ну, типа, окей. И сейчас мы с тобой посмотрим немножко геймплея. Да, сейчас мы посмотрим, идет заставочка начальная. Выглядит достаточно интересно. Так, точка высадки. И нам подсказывают, что нам надо сделать с тобой. Сами мы ничего не можем запилить. Удерживать для разговора не надо мне. Хорошо, дальше что сделать надо?
И мы с тобой высаживаемся на локацию. Это наше первое задание в этой игре после того, как я прошел тренировку. А первое ощущение, ребят, могу сказать, что визуально это выглядит прикольно. Есть ощущение, что это Unreal Engine 4 либо 5. По ощущению играется. Ну, типа бег, визуал напоминает арену. Напоминает арену чем-то. Единственное, здесь нету более тонких настроек, знаешь, типа по зажиму, например, прицел держать. То есть его по нажатию кнопки мы тут используем. То есть, ну, пока что игра сыровата, потому что это альфа, да? То есть это закрытая альфа. И, соответственно, опа. Братан! Это закрытая альфа, поэтому здесь какие-то моменты могут еще не быть добавлены, в принципе. Угу. Забираем рюкзачок, забираем кортеч. Забираем кортеч. Да все, забираем у братанашу, как бы. Ладно, все подряд нам не нужно с тобой тоже. И побежали за парнями, потому что надо посмотреть, что там нужно сделать. Удержите X, чтобы вылечить себя. То есть здесь есть подсказки. Удержите X, чтобы вылечить себя. Я же хил, точно. Пойдем вместе с ребятишками сбегаем, посмотрим здесь. Локация выглядит достаточно интересно. Ну, то есть какая-то промышленная территория. Да, здесь кругом провода какие-то непонятные, как это называется-то? Постройки промышленные, опять же, да? И чел бегает, выполняет задания по меткам, которые кто-то из них поставил. Либо он, либо кто-то из них, соответственно. И, собственно, все то же самое. Ищем лут. SSD-шечку. А это мне надо. Давай одну аптечку принакаем на всякий случай в кейсик. И посмотрим, что здесь. Камера. Камера, возможно, пригодится. Наверное, может быть, ее надо будет ждать где-то по заданию. Она у нас синенькая, поэтому мы ее тоже приныкиваем. И, собственно... Подожди, а нам же надо... нам нужно зафигарить сейф, пацаны. В сейфе есть золото, брюлики, и есть, кстати, красная зона, как в знакомой нам с тобой игре, где идет, видимо, усиленный какой-то лут. Кстати, один из плюсов, про который я хотел сказать, в этой игре здесь метки есть. Да, потому что когда я с ребятами играл, например, в аренку, очень иногда не хватало меток. Да, ты скажешь, типа, блин, но это, типа, делает игру более казуальной, типа. Но... так как здесь динамика не подразумевает именно элемент, да, как в Тарковчанском, например, да, ты здесь все-таки более динамично играешь. Ну, типа, сам геймплей более такой быстрый, чем в Таркове. Поэтому вот момент добавления метки — это очень важный элемент игрового процесса, я считаю так. Если ты со мной не согласен, маякни мне, пожалуйста, чтобы я понимал, как бы. Ладно, надо заходить внутрь. Наклоняться мы можем. И лутаем, собственно, все, что можно залутать. Смотрим, патроны 5 вот, это нам надо. Кстати, я могу разрядить боеприпас. Могу, зарядить? То есть здесь магазин, типа, не обязательно, можно просто тупо... Можно без магазина тупо дозаряжать винтовку просто вот так вот, понимаешь? Ну, допустим. Ну, наверное, потому что это пока, типа, альфа, опять же, да? То есть, может быть, здесь будет в дальнейшем все-таки с магазинами, ну, как мы уже привыкли с тобой в различных играх. И нам нужно найти с тобой... Чувак, вот этот мне дробаш больше нравится. Опа, я какую-то штуку нашел. Братан. Вот это не надо. А вот это надо. Золотая труба, в смысле? Золотая труба — это всему голова. И синяя изолента тоже топовая тема, всегда пригодится. Даже если ты думаешь, что она тебе никогда не пригодится, синяя изолента, она всегда пригождается. Смотри, покажу тебе элемент, как взламывается сейф. Прикольно сделано. Ты должен тапать по циферкам, чтобы они совпали все в один ряд. Слава богу, что предыдущие разы не... как это называется-то? О, медаль. А я медаль нашел, вот это нормально. Хорошо, что сейф не сбрасывается, да? То есть, если ты не угадал один раз, второй раз, сейф не сбрасывается. У тебя все эти данные остаются. То есть, мы нашли какой-то с тобой модный лут, центральный процессор, еще какой-то считыватель. Осмотреть ключ-карту. Ага.
Пацаны, у нас ключ карты нет, кстати. Опа, кто-то бегает, ребят. Ребята, у нас есть кто-то. Минус. Судя по всему, это моб, и он, кстати, сразу исчезает, остаются просто сундуки, и это, ну, как бы, не атмосферненько, так скажем, да? По-моему, это не атмосферно. Бинокль. А, мне не влезет. Пацаны, еще челы. Ну-ка, хлеборезочку вытаскиваем свою, давай. А, подожди, может, сигналка типа какая-то сработала? Скорее всего, сработала какая-то сигналка, ребят. Потому что внезапно мобов очень много набежало. Да откуда? Помогите! Я застрял! Блин, ну ты серьезно? Я не в то окно... Да... Странно, сюда я вылезти смог, а обратно вылезти не смог. Это как-то, ну, типа, непонятно работает. Сенсу надо подстраивать однозначно, потому что оно... Слушайте, ну мобы... А это точно мобы? Это не люди? Это точно мобы? А, не, это, кстати, челик был. Это чел был, ребят. Это был чел. А в какое окно я выходил-то, господи? Хилимся. Так, а как мне? Надо третьего хильнуть. Братан, не манси. Минус. Еще чела забрал. Братан, отходи, отойди, дай его хильну. Еще, и у нас еще ханты. У нас еще ханты, ребят. Да, ближнее прицеливание надо подстроить, потому что очень мышка лютая прям. У нас еще есть, ребята. Я не знаю, мобы это или чела. Судя по всему, мобы, но... Они здесь ведут себя довольно-таки агрессивно, я тебе так скажу. Опа. Опа. А вот это нам надо, ребята. А вот это мне надо, пацаны. Вот это мне надо. И вот этот идентификатор тоже с него забираем. Пистолет у него не было, есть какая-то пушка. Но она не помещается, ну поэтому, да и пофиг. Погнали дальше, ребят. Карту я не знаю, карту мы не можем найти. Архитектурный чертеж. Всегда следите за состоянием здоровья. Ну, это понятно, братан. Удерживайте X. А зачем? Он же у меня и так, типа, нормально себя чувствовал. Так, этих типов мы с тобой раздамажили, надо двигаться дальше. Во-первых, здесь также есть линия эвакуации. Зона эвакуации, да, то есть вертолет, вот это вот все. Это у нас тоже присутствует, поэтому хотя бы есть понимание, что нам дальше делать. Так, ребятам надо поставить метку. Что такое? Понимаю. Скорее всего, у него, наверное, какое-то кровотечение, мне так кажется. Кровотечение, да, кровотечение, а бинтов у нас с тобой никаких нету. Это, ну, такое, ну, жалко. Ну, вот что-то про бинтики я не подумал почему-то. Ладно, надо поставить меточку, ребят, где эвакуэйшн у нас? На берег реки, скоростное шоссе, выход на западное... Кстати, здесь несколько пунктов эвакуации, целых 4 штуки, поэтому достаточно интересно. Погнали сюда, ребятки. Погнали, надо изучать следующие места, потому что мы можем здесь долго зависать, но все-таки игру хочется посмотреть, как бы. Здесь кто-то есть. Ребята, кто-то есть. Ребята, кто-то есть тут. Аккуратно. Да-да-да, есть чел. Главное, чтобы его не подняли. Забрал. Так, 13 патриков есть, и тут надо аккуратно, ребят. Тут может быть челы. Ай! Нет. Да. Сквад забрал. Ай, красавчик, просто молодец. Вот это я понимаю. Тиммейты почему-то меня не хотят прикрывать, потому что они вообще, типа, не переживают, понимаешь? Как будто ребята пришли прям поиграть и серьезно на серьезных щах прям полутать, как бы.
Наша же задача с тобой посмотреть игру, ощутить игру, как она играется. И от этого, собственно, будем делать свои выводы. Понравится нам или не понравится. Так, аптечкой мы отхилились. Присели, обыскиваем. Интересно, у него довольно-таки ник. Я тебе сейчас покажу, сам прочитаешь. Значит, я такое читать не буду. Так, идентификатор тоже забираем. Флакон, аптечку. Опа. Подожди, у него как будто бы рюкзак такой же, да? Смотри, какой ник. Нормальный ник? Я думаю, нормальный ник. Так, 5.45 на 39 это мне надо. По-моему, у меня как раз такие патрончики. Изоленту нам не надо, хоть это отличная вещь, но мы ее выбросим. И воду. Воду мы с тобой использовать не можем. Да? Буквально секундочку. Так, и продолжаем дальше. Я не знаю, короче, ребята не хотят никуда идти. Но я думаю, что надо выходить, потому что, ну, типа... Бинтов нету? Бинтов нету, да? Бинтов нету, а выйти нужно. Выйти нужно, посмотреть, как это будет выходиться, это интересно. Эвакуация здесь, кстати, горит красным. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но мне пока нравится, как играется. Пока нравится, то есть это первая катка буквально... Стоп, я вообще не туда бегу, алло, это какая-то база. Я не туда бежал. Устройство готово. Какое устройство? Устройство готово, наверное, отхил. Скорее всего, отхил готов, но это не точно. Ребятишки не хотят со мной исследовать территорию, поэтому мы с тобой посмотрим в одно лицо. Слушайте, ну мне пока что первое впечатление, так как у нас это первый взгляд, так скажем, обзор, мне нравится. Мне нравится, и это прямо... Как будто, знаешь, как будто разработчики конкретно вот Delta Force, они взяли хотелки тех, кто играл в арену Breakout, и добавили их сюда. Вот, есть ощущение. По графике очень кайфовенько, приятно выглядит. 10 тысяч за эвакуацию, вы шо, ку-ку, пацаны? Понимаю. Погнали туда, ребят. Здесь без вариантов, тут десяточка нужна. Так, стамина у нас также тратится с тобой. Тут нужно аккуратно. Не знаю, получится, не получится. Удерживайте, чтобы лечить. Да, какой? В смысле, некогда нам. Пробирка с образцом, аэрозоль, адаптер, ремонт. Ремонт. Какой-то рем... Ну, это ремкомплект, наверное, типа для бронь... А, ремкомплект для бронежилетов, так и написано, но он нам не нужен. Мы этой фигней заниматься не будем, поэтому... Интересует момент, можно ли тут через воду пройти. Давай проверим. Надеюсь, что мы его сейчас не утопим. Что за звук? Крокодил! Да ну нафиг! Ребята! А я думаю, что за звук такой странный? Меня чуть крокодил не сожрал, прикинь. Просто тупо крокодил чуть из воды не вылез и чуть не захавал. Слушай, вот это прикольно. Мне нравится вот этот элемент. Мне нравится этот элемент. Это однозначно что-то новое. Это однозначно по-новому. Такого опыта у нас еще с вами, ребят, не было. 130 метров до эвакуации. Давай, надо добежать. Что это такое? Детали оружия. Ну ладно, у нас типа нету места все равно. Пиши, что думаешь. Пиши, что думаешь, братан. Ой, блядь, это свой. Родной, извини. Ни хрена, нет! Нет, 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 нет. Нет. Это нифига себе, это что, снайпер какой-то был? В смысле? Вы видели? Он тупо нокнул. А, это люди, ребят, это люди, это челы. Это челики. Это челы. Это не мобы, это сквад. Это сквад, ребят. Это сквад, это не моба. Они, видимо, также двигаются на эвакуацию, поэтому мы тут можем сейчас очень жестко выхватить. Ладно, давай аккуратненько переходим. Не забываем, что они могут у нас быть справа и слева могут зарашить, в принципе. Устройство готово. Какое устройство, я не понимаю. Что от меня хотят? А, у меня есть вот такая хреновина. Ой, я что-то кинул. А, это мы дымовуху подобрали, окей. У нас есть дымы. А, у меня есть дымы, и у меня на В есть еще какой-то дрон или что-то типа того. Справа еще чел был. За горкой еще чел был. Кстати, на В надо посмотреть, что за умение.
Еще же был чел, нет? Нет, в смысле нет. Получается, убежал. Ну, получается, убежал, типа. И заметьте, ни у кого нету бинтов, типа, ребят. Ни у кого нет бинтов, это подстава. Бинтики бы, ребятушки, бинтики бы, понимаешь? Вот бинтик бы очень не помешал бы, если честно. Таблетос, а давай мы используем на халяву то, что мы можем использовать у них. Да, чтобы не тратить свое. Так, тут есть какие-то документы, есть еще какие-то масла, и есть еще какая-то хрень. Но это я все... Ой! Не надо! Ты че, Петя? Вот это да, ребят. Нормально вообще, нет? Я тут, знаешь, стою, хилюсь, никого не трогаю. Выполняю задание, как положено. А, игра нам такая, братан, а как бы вот нет. Ладно, отменить. Отменяем, погнали, передвигаемся дальше в сторону зоны эвакуации. На кнопку G у меня есть дымовая завеса, чтобы спасать тиммейтов. И на кнопочку V надо посмотреть, что это такое. Давай посмотрим. Что это такое? Офигительный навык. У меня есть, как у медика, у меня есть навык, который создает дымовую завесу по направлению, куда ты их выстрелил. Это я, вот серьезно, вот все вот эти умения на персонажах, это однозначно поменяет геймплей. Вот абсолютно игра будет играться по-другому, ощущаться по-другому. Вот, что думаешь по поводу навыков? Прикольно? Нравится тебе? Успешная эвакуация. Результаты. Итого я 10 влупил. Сколько влупили ребята, неизвестно. Уровень операции у меня 1, ну потому что я первый раз специально для тебя, значит, записываю вот этот видосик. Серия убийств 5, максимальная мощь и мастер автомата. Да я вообще профессионал, ну типа. Так, вот это все мы можем Ctrl-F, чик, и сразу все автоматически у нас переложилось в инвентарь. Так, давай дробаш тоже выложим. Оставим вот эту пушку. Единственное, мы сейчас с собой возьмем еще все-таки аптеку. Бинты я, кстати, вот что-то так и не увидел, если честно. Но, скорее всего, бинтики и здесь должны быть. Потому что, ну, я просто уверен, что бинты должны быть в игре. Я просто не разбирался, потому что мне интересно больше для тебя снять, значит, геймплейную составляющую, да, нежели посмотреть, какие тут бинты присутствуют. Потому что тут ковыряться, ковыряться можно очень долго и, собственно, очень нудно. Окей, далее. Вернуться в лобби. Вернуться в лобби. И давай посмотрим сейчас с тобой еще один режимчик, довольно-таки интересный. Причем, кстати, маленькая оговорочка. Каждый день альфа-теста, каждый день будет новая карта. Приколи? Прикольно же? Вот, и видишь, как у тебя прокачивается уровень операции? Прокачиваются различные еще другие плюшечки, то есть тайник 2-го уровня, там еще что-то, ну, то есть у тебя открывается возможность что-то скрафтить, да, если у тебя есть ресурс, то ты можешь что-то скрафтить. Открыто оружие, дробовик, потому что мы его вынесли. Слушай, ну, мне понравился, режим сделан качественно, карт будет несколько, сделано все интересно, мне нравится. Покинуть секретную базу, отдела. В отдел мы с тобой можем что-то мы можем с тобой, судя по всему, сдать. Купоны снаряжения. Это купон снаряжения, окей. Так, сейчас, секунду. И давай вкратце пробежимся. Есть еще режимчик, который называется «Тактическая война» или что-то типа такого. Я, к сожалению, прочитать не успел. Здесь, в общем, история какая? Есть две точки, которые тебе нужно либо захватить, либо, соответственно, защитить. Да? Здесь ты можешь выбирать своих персонажей, соответственно, делать различные сборки по оружиям, которые тебе, типа, комфортно, например, играются. Да? То есть ты можешь выбрать. Оперативники, мне, кстати, вот сейчас по режиму эвакуации зашел, вот, кстати, медик, довольно-таки прикольный чел. Но я думаю, в режим именно, где надо постреляться и прочее. Можно взять штурмовика. Давай попробуем на штурмовике, типа, да? Есть транспорт различный, который участвует в катке. Здесь, обрати внимание, и штурмовой вертолет есть, и колесная танковая установка. И что это? БМПшка, наверное, да, БМП. Боевая машина. Еще одна БМП. Какой-то модный стильный танк, типа. Итак, персонажа мы с тобой выбрали. Атака и защита. Есть различные режимы. Ну, точнее, он у нас на данный момент один. И, собственно, начать. Давай посмотрим, как играется атака и защита. То есть, по идее, грубо говоря, в этой игре реализовали уничтожителей Таркова и Battlefield.
да? Ты что думаешь? Вот с чем бы ты сравнил эти игры? Вот важно знать твое мнение. Что ты думаешь по этому поводу? Очень важно знать. Итак, у нас подобрало экипажик. Искало около 1,5 минут. 60 с чем-то человек, 62 или 65 человек. Ну, я скажу так, что подобрало достаточно быстро для такого масштабного режима. Возвышение. В секторе может быть несколько опорных пунктов. Захватив сектор, вы мгновенно повышаете степень контроля. Но сейчас посмотрим, как это играется, потому что вот режим эвакуации мне зашел. Мне понравилось. Естественно, посмотрим потом другие карты. Там каждый день, как будут открываться новые карты, я буду записывать видосик, чтобы посмотреть и попробовать различных персонажей. Собственно, мы выбираем в режиме развертывания. Подготовка к первому развертыванию. Ну, типа, допустим, там. И, типа, это мы как будто бы на лодках высаживаемся на территорию, занятой обороняющейся стороной. Как ты видишь, здесь обозначены какие-то турели. Как на зданиях, так и на высотных точках. Да, на возвышенностях. Что-то мне подсказывает, что это сейчас будет жесткое. О, ребята! Ребята, это атмосферненько. И это прям мое почтение. Это мне нравится. Мне уже нравится. Очень интересно выглядит. Высадка. Погнали, 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 пацаны. Так, а я играю... я за штурма играю. И, собственно, здесь наша задача с тобой захватить максимальное количество точек. Тут надо играть тактически, играть вместе с командой, а не просто вот это вот все. Надо быть максимально осторожным, аккуратным и проходить по стелсу. Ребята могут ждать нас откуда угодно. Из любого кустика они могут выглядывать и поджидать нас. Это важно понимать. Пока что непонятно откуда... все. Их зона контроля обозначена красным цветом. Да как? В смысле? Я тупанул, я очередью стрелял, контролить пока не понял как. Поэтому тупанул и чуть не профукали мы. Кстати, персонаж как будто бы отхиливается. Как будто бы отхиливается. Давай, на вечка мы ему дадим греночек. Перезарядим. И погнали. Погнали, надо разбирать. Справа, справа, чел. Дрон запустил. Это не дрон, это БМП. Ё-моё. А вот это жестко. А вот это было жестко, ребят. Так, и меня, по идее, кто-то должен поднять, да? Типа, мы вызываем помощь. И, по идее, кто-то из моих тиммейтов должны прибежать и поднять моего персонажа. Ну, по идее, как бы. В ожидании спасения. Можно сдаться. Опа. А здесь вражеские ребятишки. Ну, слушай, я думаю, что проще сдаться. Проще сдаться, потому что, ну, типа, смысл. И высаживаемся на точке, на которой мы можем высадиться. Так, хорошо. А у меня есть грена, и у меня есть 4... Я не знаю, что это такое. На 4 что это? Пистолет-пулемет. Окей, прикольная штука. Так, патрон у меня однозарядный, потому что очередью я пока к контролю не привык. К контролю в этой игре надо привыкнуть. Все-таки отдача не такая, как в других играх. Ну, по крайней мере, пока что так кажется, пока мышка особо не настроена, типа. Подо мной, подо мной. Минус. Один минус. Еще под нами, ребят. Надо забирать. Забирай его. Так, а хилиться я могу или нет? Интересно. ХП само отхиливается, когда проходит определенный промежуток времени, типа. Допустим. Убежал от нас? Ничего страшного. Давай попробуем переместиться. Ребят, подсветку бы, подсветочку бы. Да, пацаны тоже передвигаются, поэтому это может быть опасненько. Ловите заряд. Хорош! В смысле? Опа-на, в смысле? Тут есть снайпер? Я тоже хочу за снайпера попробовать поиграть потом. Пацаны! Ребята, мне бы... Поднял бы кто, как бы, ребятушки. Ребята,
Короче, поднимать никто не хочет, проще сдаваться и идти заново в бой, окей. Так, персонажей я выбирать других не могу, поэтому попробуем с этой стороны обойти как раз и помочь вот этой штурмовой роте, или бригаде, или отряду, как это называется, не знаю. И попробовать зайти полу сбоку, полу со спины, потому что ребята там очень хорошо дефаются. Они заняли выгодные для себя позиции. И хотелось бы раздельную настройку точности. Хотелось бы раздельную настройку точности. Потому что пока что сенсо настроено как-то через одно место, типа. Переходим аккуратненько. Опа, справа хрен. Не знаю, попаду, не попаду. К этому надо привыкать, судя по всему. Опа. Ой-ой-ой. А лечь можно? Лечь можно. Давай перезаряжаемся в аккурат. Слушай, ну довольно-таки прикольно. Я не знаю, это прям для любителей, ну типа батлы какой-нибудь. Бляха, это танк. Я думал чел. Там чел подсвечивался. Я думал это чел, а это танк оказался. Пу-пу-пу. Ну ладно. Окей. А мне интересно, сколько длится вот эта катка. Естественно, я всю катку тебе записывать не буду, поэтому... А, вот, мы забрали... А, смотри здесь как... То есть сначала у нас была большая вот эта карта, мы забрали вот эту территорию, и теперь штурмуем уже по направлению конкретных точек. Да? Я сейчас постреляю, попозже тебе покажу. В общем, мы максимально долго и усердно пытались пробиться и захватить базу. Но за 20 с половиной минут у нас этого так и не получилось. Но мы старались, кстати, максимально. Мы старались максимально победить. Довольно-таки интересный режим, но это прям для любителей, знаешь, позалипать. Позалипать. Прям вот достаточно прикольно, динамично. Танки, вертолеты, БМПшки. Прикольно. Ну, у меня всего лишь получилось 12 киллов настрелять. Я не сидел в мышку, как говорится, но... Первый раз в игре, ну, плюс-минус середина списка, нормально, короче, отыграли. В общем, пиши, что думаешь по поводу этой игры. Мне кажется, игра заслуживает внимания, с учетом, что это предальфа, понимаешь? Поэтому я думаю, что будет интересно. Мы будем с тобой обязательно следить за этой игрой. Подписывайся, ставь лайк, не забывай уведомления и делись этим видео с друзьями. Пока.